опять куда-то едем. В этот раз мы запланировали автопутешествие по Турции. Покидаем дождливую Москву. 15 градусов у нас здесь. В общем-то, настоящая осень наступила. Ну а там, надеемся, будет все супер. Едем. Тут прямо. Ну что же, пока мой партнер-турист Юлия отсутствует, несколько слов. Мы планируем поездку в Турцию. Возьмем машину на прокат и проедем по маршруту Стамбул, Кушадасы, Бодрум, Дача и закончим в Гёчике. Там мы сдадим машину и поедем в аэропорт. Такой у нас план. Ночуем одной-две ночи в каждом месте. Для нас это новый опыт, хотя, в принципе, я раньше брал машину в Турции, ездил давно, в 2002 году, кажется. Но с тех пор дорог понастроили больше. В целом почти ничего не изменилось. Спасибо моему другу, товарищу Баклану Антону за то, что он навел меня на эту мысль запланировать такое путешествие и рассказал о своем опыте поездок последних. Он тоже ездил с семьей и один по этим маршрутам на машине. Посмотрим, как у нас это все получится. Не переключайтесь, следите. Спасибо, кстати, что зашли на канал. Подписывайтесь и посмотрите другие ролики. Ну а мы пока в аэропорту ждем. Кстати, вот у меня японское печенье. Турист Юлия привезла из Южно-Сахалинска. Здравствуйте, турист. У меня вопрос к вам. Какие у вас ожидания от этой нашей поездки? Мои ожидания, что поездка будет просто восхитительной. Ну, а от такого типа поездки, то есть вот путешествие на машине? Я давно хотела в такую поездку поехать. Вот мы и поедем в такую. Да. Ладно, спасибо. Кстати, если вы хотите открыть ирландский бар, то назовите его просто Irish Bar. Смотрите, короче, купил всего 13 евро. А что это такое? А как думаешь? Слушай, ну, наверное, для проводков своих что-нибудь опять. Да нет, еще есть идеи. Ну, есть. Может, косметичку для меня? Нет, смотри, это, короче, называется Travel рюкзачок. О! Он такой вот классный. Прикольно. И он здесь закрывается. И получается... Оба! Ух ты, класс. Кладешь туда плавки свои, полотенца. Или там по городу, когда ходишь. И тут можно застегнуть, и у него карман получается. Вот. Супер. Стегнул с карманчиком. И в итоге он потом сам в себя запаковывается обратно. Я считаю, недорого для такой штуки. Как раз вот не хватает с собой. Все. Ну что же, вот мы и в Стамбуле. Долетели хорошо. Всего 4 часа 5 минут. Здесь хорошо, нормально, большой аэропорт. Есть траволатор. Пойдем на траволатор. Правда, по нему не хочет никто идти. Тут написано типа стоять. Если кто не был в Стамбуле, аэропорт здесь красивый и большой. Потому что много прилетает всяких разных рейсов. Ты не хочешь на эту штуку? Ну ладно, я тоже тогда не пойду. Оп, человек на самокате. С нами сидела активная девочка. Она нам не давала скучать в самолете. Я посмотрел одно кино. Называется «Ограбление казино». И послушал много музыки. И поспал, и все дела. Кормили хорошо, даже давали вино, пиво, кому интересно. Ну и, в общем, еда была вкусная. Классная. Ну что ж, вот мы прибыли и идем за нашим турецким другом по имени Эрай к нашей машине. Сейчас узнаем, что нам достанется. Помашите. Все, помахали, значит, идем дальше. О, Рено. Наша машина Рено Меган. О, это нормально. 1400. And it's no day limit. No day limit. Okay. 6 day 1400 kilometers. Yes. 100, 400. So it's total and plus 150. Maç var bugün, bir yoğunluk olmaz.
Ну что, вот мы и прибыли в нашу первую точку. Отель Golden River. Вот такой вот маленький отельчик. Мы его долго искали. Тут вот видно всякие развалины. И видно шикарная какая-то мечеть. Большая вот там. Вообще красиво. Получение машины прошло, в принципе, легко. Доплатили 150 евро за то, чтобы у нас было full cover, полное покрытие, чтобы не париться с царапинами. В общем, немного. Ну и сейчас пойдем заселяться. Вот такие дела. Итак, мы заходим в номер в нашем первом отеле Golden River. Погнали. Здесь у нас уже карточку вставили. Такой вот номерочек в спокойных тонах. Тепло здесь. О, как. Что тут есть? Балкон есть? Балкона нет. Вид на мечеть и строительные всякие места. Ну, так себе видок. Но нам это не важно. Hello. Мы здесь уже разместились. Тут такой классный санузел в темных тонах. Hello. Ну что, мне нравится. Тебе нравится? Нравится, нравится. Турист сказал, что нравится ей. Все, пока. Ну что же, вот интересное приключение. Мы искали, где бы нам поужинать. И в итоге решили никуда не идти, потому что посмотрели меню отеля в гостинице, в этой, где мы сейчас, Golden River. Ну и нам сказали, пожалуйста, можно это самое, ресторан у нас тоже есть. Мы спустились, ну, цены такие нормальные, в общем, средние какие-то. Это Адана кебаб за 20 евро, это примерно 2000 получается. В общем, мы сюда пришли, и сейчас, возможно, к нам кто-то выйдет и примет у нас заказ. Сколько будет делать, неизвестно, но идти куда-то уже сил нет, да и тут рядом не особо что-то есть. А может, что-то и есть, но мы решили, короче, не идти. Тоже парень, что нас провожал. Сделал заказ на полутурецком языке. Надеюсь, что он там вот то, что записывает, он все понял. Тебя не видно, так что можешь не прятаться. Хорошо. Так видно. Ну что ж, добрый вечер. Мы отужинали в итоге довольно-таки неплохо по объему и вкусу. И решили пройтись по вот этому нашему району. Не помню, как называется. Сейчас вот титр куда-нибудь сюда кину, чтобы в титрах, короче, будет название. И вот мы идем и видим вот там вот мечеть красивую. Здесь, конечно, не очень такая территория полустроительная, а отель, кстати, вот красиво выглядит. Вот как выглядит отель. 4 звезды, однако. Самолеты летают. Есть какой-то магазин Байкар Ферин. Что такое Байкар Ферин? О, это рынок какой-то. Ну что? И здесь тоже фрукты. О, класс. Смотри, какие тыквы. Видел тыквы? Класс, красота. Здесь, наверное, можно закупиться. А там вот, Байкар, это пекарня. Слышишь, что? Байкар. А вот маленький магазинчик. Можно закупить что-нибудь. Кстати, нам... Вот, надо было мне не бриться, а прийти сюда и побриться здесь. Видишь, это парикмахерская. Не, ну мы не знаем. Вообще, так, когда мы ушли со стройки, тут довольно прилично. И такая прям мечеть огромная. Что же за мечеть-то? По поводу этой мечети погуглим, и появится субтитр. Титр вот здесь вот где-то. Где он появится? Здесь. О, да. О, это тоже отель. Ну-ка, что за отель? Hidden Hills. Турист снимает. Вот такой красивый отель тоже. Вот такая вот красивая улица, где-то мы, где непонятно где. Но около мечети красивый парк. Да, вот такой вот мечеть мы лицезрели. И улочка вообще наполнена магазинчиками, в основном рынками какими-то фруктово-овощными. Есть вон кебабы, можно закупить кебабов. Вон какой-то Ферат кебаб. А вот там где-то везде густонаселенный Стамбул. Здесь мы где-то на какой-то окраине находимся. Еще один отель. И дорога. По этой дороге мы завтра и двинем прямо в сторону Кушадасы. Некоторые говорят Кушадасы, но в общем это все равно. Я как-то по-турецки вроде слышал, что Кушадасы. Завтра в Кушадасах узнаем, как правильно произносится. Мы решили не ехать в Стамбул, потому что до центральной части больше часа на машине. А это как-то в наши планы не входит так долго ездить, потому что мы устали. Вон он, Стамбул-то вон он. В Стамбул отдельно приедем, только в Стамбул.
Это не я сказал, это турист сказал. Ну, мы его, как говорится, на слове ловить не будем ее. Приедем в Стамбул просто как-нибудь специально. Тем более, что, в принципе, все вообще просто взял да прилетел. Ну вот, пока все. Доброе утро. Сегодня 29 сентября. Мы по-прежнему в отеле. Почему у меня на шее, сейчас расскажу. В нашем отеле Golden River, который недалеко от аэропорта. Сходили позавтракать. Завтрак был очень даже приличный. Вообще отель приличный. За исключением только, может быть, того момента, что подушки очень неудобные. Поэтому мы плохо выспались. Ну, то есть не выспались, можно сказать. Этот момент надо учитывать, если вы будете этот отель выбирать. Плохо с климатом, его надо трудно отрегулировать. Ну, а мы собираемся в сторону Кушадасы. Планируем поездку. Сейчас поедем. А за моей спиной, сзади меня, как говорится, туман. Вот такой вот туман накрыл Стамбул сегодня утром. И я надеюсь, что это нам не помешает ехать. Пока не вижу, чтобы кто-то вообще ездил. Ну и пейзаж вы видите сами какой из окна. Сплошная стройка и, в общем, довольно мусорно здесь, в этом районе. Что-то недостроенное, брошенное. Да, ну а насчет вот этого, как называется-то? Ортопедический воротник. Ортопедический воротник, вот это вот. Это потому, что я спал плохо, подушки неудобные, и мне приходится вот так вот себя вылечивать в этом воротнике, вот побыть какое-то время, и вроде как должно лучше стать. Такие дела, короче говоря, планируем, выходим вперед. Погнали. Hope everything was good. Yes, thank you. Хорошо, да? Да, спасибо. Спасибо. Да. До свидания. Спасибо. Да, мы на машине. О, какой туман. Машина на месте. По-русски разговаривают, надо же. Та девушка вообще была как будто бы откуда-то из Казахстана. Вам помочь? Вот это я не понял, что. Ну что, поехали? Поехали. Мы едем по платной трассе, я рулю, трасса широкая, 4 полосы, в общем-то нормально, комфортно едем, тут все носится как угорелые, и ну, это нормально, не факт, что они из Москвы приехали, может они и тут так ездят. В целом очень дорожная инфраструктура крутая, посмотрите развязки и ровности дорог. Ничего не ремонтируют вот так вот постоянно, как у нас. Безумные мотоциклисты. И все такое. Проезжаем через Босфор. Или это не Босфор, но в общем через что-то мы проезжаем. Возможно, это Босфор. Я думаю, это Босфор. Слева порт. Вот это мост. Вот это мост. Ты видишь мост? Нет, я не вижу мост. На камеру смотри, на мост смотри. Камера на все увидит. Класс. Жалко, что туман.
такие огромные корабли стоят. Мгм. Красный асфальт пошел. Вот это да. Вот это впечатление. Тебе как? Ну, это означает, что мы еще как бы в Стамбуле. То есть это середина Стамбула. Огромный город. Ехали час. Ага. Только доехали до середины. Но все равно как-то вокруг города же едем в машине. Центральный. Нет, мы прям через центр едем. Ну Через- что, да, что такое через- центр, а я читала... Ну не, ну центр как бы, ну центр, где вот Айя София и прочий мост, он там чуть правее, по-моему. А вот это левее, это уже мост такой, где порт. Но все равно это, ну, сердце города. Вот на той стороне, на холме, тоже там все постройки и все город. В тумане там сейчас. Жалко, что туман, конечно. Ну, что делать? Осень, туман. С впечатлением, как будто это окраина города, никакой тебе не центр. Ну это промзона. Так, а вот и пункт оплаты, я так думаю. Да. Так, ты по возможности не выключай, сейчас я буду соображать, где мне проезжать. HGS, да, вот мне надо проезжать там, где HGS. Другие есть. Видишь, чувак вышел, нажал кнопку. И ему тикет дали. А мне не надо тикет. А может быть надо? Девушка выключена. Я не знаю, надо мне тикет брать или нет. Ну вообще, они же тебе говорили просто проезжать, ничего не брать. А вот он нажал. А, мне просто зеленый горит. А как вот они поняли, что... А у меня либо номер машины, либо это, транспондер где-то прилеплен. Прикольно. Ну, ты же видела, что у меня зеленый загорелся? Да. Вот через 377 километров направо только. Прикинь? Вообще. Нормально. Ну что же, наша первая остановка. Мы заехали куда-то перекусить, кофе выпить. Вот тут Gloria Jeans. Это не та Gloria Jeans, которая у нас джинсы, а которую зовут Gloria Jean. И она вот сеть кофеин по всему миру. И в Азербайджане, в Баку такие были. Ну и тут вот внутри, вероятно, есть едальня, магазинчик. И все такое. Заходим. Местечко на трассе называется. 50% скидка. Что у нас тут из кофе предлагают? Two капучино. Hangi bu? Medium. Нет. Дондорма? Dondurma. Нет. Воду не будем? Итак, отзыв кофемана про кофе Gloria Jeans капучино. Полное дерьмо. Вообще просто полнейшее помои. И это я еще ее остановил, чтобы она не грела сильно молоко, а то они обычно дико перегревают. Ну, это вы знаете. В общем, кофе просто отстой полный. Но что делать? Придется пить. Хотя, так вот, если продолжать его пить, ко вкусу привыкаешь, и вроде бы и ничего. Ну, конечно, далеко, очень далеко от наших прекрасных кофеин в Москве, надо признать. Тут важно, что есть тут наша любимая жвачка. Вот эти. Куча всяких сувениров и масла. А вот такие вот электрические зарядки. Здесь Vestel. Если у вас электрический автомобиль, то вы можете его зарядить. Свободно, никого нет. Большая территория такая. Шумит трансформатор, а там заправка BP. Сейчас туда заедем, проверим давление в шинах. У меня есть подозрение, что у нас в одной шине меньше давления, чем в других. Оттопыриваемся, передыхаем по пути. Проехали чуть больше часа. Осталось еще больше 400 километров, но меньше 500. Что не может не радовать. Тоннель длинный, как боржа.
ставим ветряки. Кстати, к ним тоже много вопросов. А почему? Их обслуживание очень дорого. И их детали недолговечные. И они ломаются, падают и вообще. Ну, сколько они вырабатывают, это... Слушай, ну если их продолжают поддерживать. Так, через 5 километров у нас остановка. Ну что же, мы прибыли на нашу вторую остановку. Нам осталось до первой точки где-то 280 километров. Здесь вот такой прям едальня, Бургер Кинг, шоппинг-центр. Нам нужно купить очки, которые туристка забыла дома. И очки надо. Солнце шпарит уже не по-детски, вообще не по-осеннему. Тут прям эти самые бутики, Босс, Columbia Outlet Store. Starbucks. Starbucks не надо. Мы зашли в столовую с самообслуживанием. Здесь кричат турецкие женщины и мужчины. Мы взяли баранину, суп и всякие... Вот что мы взяли. Салат. Это баранина с рисом. Суп чечевицы я люблю. А у нас тут баранина, шпинат и тоже салат. Короче, заправляемся, начинаем. Да, все это нам стоило 1910 лир. Не хватило мне в кошельке, пришлось картой заплатить. Ну ничего, зато карта сработала, киргизская. Что же, вот кофейня, похожая на нормальную. Нормальная какая-то выпечка, нормальное меню. Капучино 85 лир. Средний, да, 85. Такие стаканчики. Все вообще как обычно, нормально. Машина хорошая вроде бы. Главное, чтобы он мне не перегорел молоко. Кофе для фильтра продают. Какао продают, порошочек. Прикольно. Все красиво. Установка для фильтра есть. А колбры не спрашиваю. Но, возможно, тоже есть. Да, здесь прохладно. Их не исправить. Попросил не греть сильно. Нагрел он так, что вообще нельзя взять, прикоснуться. Пока остынет, тогда только буду пить. А в целом кофейня вообще в лучших традициях сделана. Что я хочу сказать про эту остановку? Эта остановка на трассе с пешеходным переходом, даже вон через трассу. Очень крутая. Здесь прям аутлет всех известных брендов. Converse, Nautica, Gant, Lacoste, Columbia. Вот. Ну и есть Burger King, кому интересно. Ну и большой магазин Соломон и других Quicksilver всяких продуктов для спорта.
15 километров, потом направо. Все, давай. Может, какой-то мега-супер отель? Апартаменты? Заблудишься, будешь искать дом вечером. Они все А там одинаковые. вот горы какие-то. Какой там замок? Здесь какая красивая аллея. Ну где? Может быть, мы уже в Кушадасы видели. Не знаю, красный или что? Непонятно. Это уже курортный город? Угу. Клево. Так, через 6 километров еще только налево. Это еще никакие не Кушадасы были. Проезжаем аэродром маленьких самолетиков. Красивые стоят такие. Классные. Ух, я бы полетал. Спасибо тебе тогда за тот подарок. Это было вообще очень круто. Надо посмотреть будет еще раз видео-то. Может быть, перемонтировать его. А что значит, если он горит, можно ехать, что ли? Ну, он же не горит, он мигает. Ну, как бы, а что, это значит, что можно ехать? Это означает, что он не работает сейчас, в данный момент. Поэтому можно ехать. Угу. Да. Здесь 50. Море! Мы море видим. Ой, это какой-то отель, смотри, какой. Мы шествуем уже по Кушадасы. Когда мы увидели море, было прям сильное впечатление. Hello. Вау! Приветствуем вас из Кушадасы. Или Кушадасы. Рядом с теплоходами. Светит в глаза прям. Такой классный выход на крышу. Это труба у теплохода. Но нам надо поменять бабки. Смотри, вот он как сверху выглядит. Итак, мы проходим уже 3-й раз в этом месте. Вау! Неприступные стены. Туристы покидают Кушадасы и двигают в сторону Бодрума.